Так, всем привет! Сегодня хочу вам показать видео, как остановить водяной счетчик. Именно остановить, не замедлить его движение, как я раньше рассказывал, а именно остановить старым дедовским способом. Так, это видео не предназначено вам для использования. Я ни к чему вас не сподвигаю, а просто создаю его в ознакомительных целях, чтобы знали недочеты этого счетчика, ну и знали, как это можно сделать. Итак, для этого нам нужно будет, как раньше наши отцы и деды останавливали электрические счетчики, также мы сегодня остановим водяной счетчик. Для этого нам нужно будет с тыльной стороны этого счетчика просверлить отверстие. Небольшое тоненькое отверстие, которое еле-еле заметно и никому в глаза бросаться не будет. Так, дальше. Счетчик обычно стоит, ну вот так вот, да, у вас. Вот этой стороной лицевой к вам. То есть он стоит, если от стены, вот здесь стена будет, то есть вообще не будет видно вашего отверстия никому и никогда. И к тому же скажу, что даже в случае обнаружения этой вашей химии такой, вам ничего страшного не грозит. Просто за последние 3 месяца вы заплатите по двойному тарифу за воду. Ну вы даже за 3 месяца наэкономите столько воды, что легко это все окупается. И даже смена счетчика, если уж вдруг такие дотошные будут у вас контролеры, ну, как, насколько знаю, обычно они только смотрят показания и все. Главное, чтобы вы платили. Потому что те, кто исправно платят, вне подозрений. Итак, теперь вот ваш счетчик. Вот так вот, лицевой стороной к вам. Значит, нам нужно делать отверстие вот с этой стороны. Разворачиваем. Так, теперь главный инструмент, что нужно сделать для сверления. Обычным сверлом, ну, я не знаю, сверла есть такие, нет, миллиметровые, даже тоньше миллиметра. Я сделал так, взял иглу швейную. Вот, обычная, ну, как можно тоньше. Найдите иглу швейную. И ушко у нее обломите. Получится на краю, как 2 крючочка таких. В дрель зажимаете спичку и забиваете иголку. И, короче, центрация не важна. Я сначала пробовал центрировать ее, но она тонкая, она гнется, центрация нам не нужна сильно. Видите, она криво крутится, но это нам не мешает. Для того, чтобы просверлить отверстие, нужно будет... Так, теперь... Вот это вот наше табло, не табло, диск верхний. Он здесь у нас матовая поверхность, и он просматривается слегка, что где он находится. Вот берете расстояние 3 мм ниже него. Ну, 3-4. Главное, чтобы потом не мешало нам для дальнейших наших действий. Итак. И теперь просто... Ну, лучше всего зажать счетчик. Это я вам сейчас перед камерой показываю. Так, лучше всего зажать его в тиски или как-нибудь по-другому, чтобы 2 руками держать дрель. И не включаете сразу дрель, а сначала наставляете, а дальше уже потом начинаете потихоньку, и оно сверлится. Короче, отверстие это вот, пожалуйста, оно даже вот сбоку его и не видно почти. Вот. Ну, всматриваться заметишь. Итак, просверлили отверстие, дрель нам больше не нужна. А теперь берете отрезок проволоки. Ну, я вам сейчас покажу для примера, просто медная проволока. А лучше взять, конечно, струну. Только ее труднее выровнять, чтобы она ровная была. Вот взяли струну и вставили в наше отверстие. И вставляете до тех пор, пока вот, видите, барабан дергается. Цифра 8 дергается. То есть я штопорю барабан. И теперь, когда пойдет вода, наш счетчик будет стоять. Сейчас я вам покажу. Пожалуйста. Он у нас стоит. И только после окончания еле-еле чуть крутится. А теперь, ну, сейчас я покажу, как он закрутится, когда вытащите. Вытащили, счетчик пошел крутиться. Вот такие вот дела. И я понимаю, что этот способ не всем подойдет. У кого-то есть такие дотошные контролеры, что они их и обнюхивают, и так далее, короче. Ну, у кого, особенно у кого в колонке, например, счетчик, и его невозможно посмотреть со стороны, этот способ может подойти вполне.
Но вы наэкономите с ним, скажу вам, много. Потому что с 5 вечера до 8 утра у вас будет безлимит, как у мобильных операторов. Вы можете пользоваться безнаказанно, потому что контролеры уже спят. Они уже себе счетчики там химичат, чтобы самими не платить. Ну вот и все. Это видео я сделал, потому что есть комментарии, люди спрашивают, как остановить именно счетчик, а не замедлить. Потому что я в прошлых видео показывал, для того, чтобы замедлить счетчик, нужно разбирать его. Понятно, что многие опасаются, что испортит и придется новый покупать. Так вот здесь вообще ничего сложного. Просверлили тоненькое отверстие, вставили проволочку и все. Ее не видно, даже если, например, у вас на виду счетчик, там соседи или как-то в доме или что. Ее не видно даже, ну никак, эту проволоку. А утром сняли. Потому что основной расход воды все равно идет как раз таки с 5 вечера до 8 утра, когда люди дома поливают, купаются и так далее. Все, всем пока.